В итоге Нави летят, друзья, 6-0 у нас на карте The Train. Вроде как я был уверен, что все получится легко и просто, но это чемпионат мира, и американцы у себя находятся на своей территории. В итоге тайм-аут. Тайм-аут Нави уже свой израсходовали, 40 секунд остается. Сейчас попытаются пообщаться. Зевс прикинул у нас ситуацию. Кстати, видите, интересно, что Зевс, несмотря на то, что он вроде как должен играть и ставить головы, он еще принимает участие в тактических каких-то заготовках. То есть вместе со Стариксом они командуют. Старикс вроде как координирует, но 6-0 летит команда, и понятное дело, что может быть проблема как раз таки в координаторе, ну отчасти опять же, а может не в координаторе, но в каком-то игроке. Кстати, что у нас по статистике? О, по статистике у нас все очень печально. 2-2, 1-1 и 0 просто. Наш герой Ваня Эдвард 0 фрагов. Это ужасная статистика, поэтому тут проблема явно не в координаторе, друзья. Статистика говорит сама за себя сейчас. Ужасная индивидуальная игра. Ребята просто как будто заснули и ничего не могут сделать. Ну и странно на самом деле. Для меня это очень странно, потому что для меня показалось... Вот, давайте собрались. Это нормальный совет на самом деле. Таким голосом был сказан, потому что действительно нужно проснуться. 0-1 фраг. Зевс умер где-то в коннекторе, пытался быстро занять перемычку. И его, видимо, убили. Ну, можно последить только за Эдвардом, потому что... Ракурс. О, первый фраг для Эдварда, друзья. Ситуация 2 в 3. Вкидывает пока что стандартную гранату, под нее выходит, все чекает, 2 было на Б, один пойдет, наверное, на баню, один пойдет на Зиг. И один где-то на заднем пленте крысит. Прилетает коктейль, Ваня выйти не может. Мы смотрим опять же только за Ваней, потому что судья справа от меня, и он не дает пройти на сцену, и, соответственно, ничего с этим сделать не могу. Потому что команда будет дисквалифицирована. Ну, кстати, если убьют сейчас этого чувака на А, то нужно будет дальше отцеливать где-то баню или новую вышку. О, вот теперь, в принципе, можно брать раунд. Один должен быть где-то в Зиге, один где-то в бане. А, даже 2 в Зиге. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хорош, еще один! И вот он, Ваня Эдвард, который сидел с нулем, друзья. После тайм-аута сумел все-таки разыграться и сделал 3 минуса. И моментально становится фраг-лидером. Интересный раунд, 6-1. И это умер первый Зев сразу. И умер Флейми безразменно, и умер еще кто-то. И парни затащили 2 в 5 по сути раунд. Ну опять же, волевое решение от команды Нави. Справились. Нави есть Нави. Большие молодцы. Куда 2 хая дали? Там еще второй ножик. Флейми пока что бил кого-то на коннекторе. Старикс как раз таки говорил изначально тактику, мол, вычисление коннектора. Раскидать А, выйти Б. А потом А. Я начинаю раскид Б. А, такой фейк, типа, двойной фейк Ваня хочет. Ну, видите, как очень интересно формируется тактика. То есть, опять же, обратите внимание, молодые команды, которые, возможно, будут смотреть это, то есть, координатор или капитан предложил стратегию, там, раскинем А, выйдем Б. Эдвард сразу подкорректировал, и вся команда как бы не стала спорить, никто ничего. То есть, приняли эту идею, и все. Флейм, я дам флеш от таза. И, соответственно, Эдвард раскидал, стянул немножко, сфокусировал внимание команды Cloud9 на точке Б. Теперь сфокусирует ребята внимание на точке А, раскидкой А плента, а выход все равно пойдет на точку Б. И, соответственно, Б будет принимать, ну, максимум 1 человек. Вот он пошел выход уже на Б плент. И видите, они выходят, сразу делают 1 килл, и больше никого на Б у нас нету. Всего лишь 1 человек охранял эту точку. Хорошо. А все почему? Потому что вот так вот неплохо. Ну, координатор придумал идею моментально. И Ваня поддержал. Но опять же, как придумал идею? Все эти раунды, все эти идеи, они отточены, отработаны. И все. Смотрите, после тайм-аута, как вся команда собралась. И вот буквально 1 раунд нужно было взять. У Сизда и Флейми теперь много фрагов. А пацаны летели с счетом 6-0. Теперь 6-2, и, скорее всего, там, кстати, может быть и не бай. А может быть бай.
Скорее всего, там бай, пацаны. Знаете, почему там бай? Потому что Нави при 6-0 имели очень маленькое количество раундов. Это значит, что у Cloud9 никто не умирал. И это значит, что у Cloud9 все равно сейчас есть деньги. Дам одну флешку. Это, конечно, плохо. И выбраться теперь Нави все равно тяжело из этой ямы. Потому что 3 бая подряд за атаку на трене тяжело. Но 2 взяли. 2 взяли, поэтому, может быть, и 3 возьмут. Посмотрим, как оно будет. Близко стенка на топе. Пока что аккуратно играет у нас Cloud9. Он выходит от Ами 33. Я на нижний дым даю. Ну и совсем скоро Нави снова будет Дал дым, выходить. нижний ушел на Только теперь на аплен, Фейк да? 3-8. Да, фейк 3-8. То есть теперь ребята будут делать совсем другую комбинацию. Но опять же, все это они обговорили, все это они знают. Ты... Бомбу вам, ребят. 2 на мидл, 2 на зелень, и один Марк. пойдет на точку Б. А ты еще идешь с ним. Ты с ним идешь. Перепутали что-то. Что-то перепутали, все-таки решили пойти 2 мидл, да. 2 зелень, 2 мидл, 1 вверх есть. Ну и их 3 человека, мне кажется. Где именно? Сотка это тут, возле Эдварда. Где-то тут типа, Я слепой. летает флешка, сейчас начнут нашивать Ваню. Близко сотка. Зев, ты идешь. Сиз забирает 6-й, нужно проходить как Молотова. Гардиан, как же сильно хп он теряет. Ой-ой-ой, но все-таки все хорошо, но потерял огромное количество хп, он прошелся по коктейлю Молотова. Зиг, Авик. Времени 25 Зиг секунд. вышел, Авик, и Времени меня есть. жду. Между вагонами еще есть, нужно убивать. 2 в 3. Надо было сейвить изначально, не сумели Нави взять. Как-то слишком перехалдили, или скорее всего даже Cloud9 хорошо откинули гранаты свои на центр и не дали Гардиану и Эдварду выходить вместе с зеленкой. То есть несинхронный выход получился. Это здорово. Игроки защиты классно сыграли. Рассинхронизировали атаку и, соответственно, из-за этого они просто взяли раунд. Потому что кинули гранаты на центр, приняли зеленку и потом приняли мидл плюс вниз. Ну а тем временем в лаунж-зоне я вместе с менеджером команды Нави сейчас наблюдаю за тем же матчем. Здесь царит более спокойная обстановка. Мы на большом экране, Джон наблюдает. Не дают пока что менеджерам находиться за спиной. В принципе, это, наверное, правильно, потому что есть тренер, и слишком много людей за спинами находиться не может. Ну, может быть, 2 человека, почему нет? В принципе, это большой погоды не делает. Но, с другой стороны, потом, когда будет 2, скажут, можно и 3-го, 4-го, и так потом место мало. толпа, да. Тут, на самом деле, даже удобнее. Все хорошо. Как ты думаешь вообще, почему 6-0 у нас было вначале? Тяжело сказать. Это трейд. Все зависит от пистолетов. Взяли пистолеты, было бы попроще. Вот. Как-то американцы поймали в начале свою игру хорошо. Вот. Ну, ребятам не впервые из таких ситуаций выбираться. И пока, даже не при взятых пистолетах, они смотрятся достаточно неплохо. Несмотря на количество раундов, экономика у американцев не очень. Ну, кстати, вот я об этом только думал. Тут Нави классно с одной стороны вышло. Они взяли 2, потом у тех все равно деньги были, потому что взяли себе 6-0 изначально. Нави проиграли этот раунд, а потом взяли следующий и плюс 1400 сделали. Потому что если бы Нави брали 3, потом 4, а у американцев все равно из-за проигрыша денег намного больше. А так Нави разрушили. Хоть отдали раунд, но разрушили сильно деньги. И теперь преимущество 6-0 полностью утеряно. Опять же, теперь ни в коем случае нельзя расслабляться ни на секунду, потому что американцы еще будут пытаться вернуться в любом случае в эту игру. Опять же, 2 в 5, да, они взяли раунд? 2 в 4. 2 в 4. Интересно, за кого иностранцы здесь болеют? За Америку или за нас? Я не слышал, что кто-то за кого-то болел. То есть просто смотрят, да? Мы-то с тобой единственные, кто болеет, наверное. Все остальные болеют за красивую игру. Представители Валса, я думаю, им все равно кто победит. Лишь бы покупались. Да, Да, кстати, ребят, это вот те самые программисты, которые понижают количество кадров в секунду в игре, которые добавляют разные плохие эффекты непонятные, которые 2 раза баги со смоком допустили на альтабе.
Егорыч. Всё, мы не будем показывать их лица, потому что вы их найдете просто. Нет, Трейс. Вы их найдете просто и все. У нас начинается пистолетный раунд, друзья. Я еще раз решил прийти за спины команды, потому что это самый важный раунд в игре при счете 8-7. Если Нави справится и не дадут бомбу, тогда ГГ БП и, скорее всего, без шансов Нави победят. И Нави как раз таки близки к тому, чтобы одолеть своих врагов. Потому что уже 2 в 4. Правда, погибает Сист и бомба устанавливается. Бомбу сбили. Отличная работа, Нави справляются, берут пистолетный раунд, ведут в счете уже 9-7, а все начиналось с счета 6-0, напоминаю. Это круто. Все-таки сумели найти на одной карте, опять же, вот казус одной карты, да, бывает совсем другой сценарий. Бывает сценарий 6-0, потом берут один, проигрывают 7-1, 8-1, там 2, 9-2 и так далее. В итоге команда берет там 12 или 13 раундов в защите и берет всего лишь оппонент там несколько раундов за атаку. Ну, Нави же все-таки сумели при счете 6-0 собраться и вообще выиграли 8-7. Дал в сотку молотов. Поэтому здесь уже, скажем так, рандома, скорее всего, никакого не будет. Команда, которая должна победить, она, собственно, и побеждает. Но я, конечно, немножко расстроен, потому что наклейку-то я ставил на команду Cloud9, и теперь, соответственно, останусь я, скорее всего, без приза. Я, конечно же, хотел стать самым лучшим прогнозистом в мире и получить золотую медаль, повесить себе ее на лоб, конечно же, и вот ходить, прибежать к маме на кухню, закричать: «Мама, мама, у меня золотая медаль на лбу, смотри, какой классный». Но теперь, видимо, придется без золотой медальки быть. 10-7, и там были пистолеты с арморами. Поэтому нужно дожимать и выигрывать. То же самое, Вань, потрать молотов. Я скажу. Есть раскид. Ну что, друзья, у нас последний раунд, возможно, в этой игре. Начинается раскид какая-то аплента. Возможно, это фейк раунд, может быть, нет. Сейчас посмотрим. Очень отлично отыгрывает в итоге Ваня Эдвард, у которого была 0-6, я напоминаю. Но который затащил раунд, и все-таки это фейк выход. Раскидали на, никто не вышел, выходит на Б-плент, ну и начинается инфа, мол, да, со всех сторон. Тем временем у нас уже 2 человека на Б. Кстати, мне кажется, это какой-то двойной фейк, потому что бомба не стоит. И, естественно, двум игрокам Гардиану и Зевсу нужно остаться, конечно же, на точке А. Ой, какая флешечка на фейк, но Эдвард выживает. Тем временем Зевс делает минус, давит у нас Ваня, совсем скоро приговорит, скорее всего, типа. Да, он это делает, и все. Есть инфа для всех остальных, вроде как нужно легко и просто брать этот раунд. Только если чудо какое-то произойдет, американцы не возьмут раунд. Все. Это победа, вот такие вот они эмоции, ГГВП, в принципе, команда довольна, но, опять же, лидеры этого матча. Все хорошо, все хорошо, пятерики. Ладно, я жду вас. Тоже могу воспользоваться таким шансом. Возможно, будущим чемпионом отбить пятерик. Сизда, нет, Сизда меня игнорирует. Гардиан, Флейми. Ну, Данька здесь, видите? Стандартная процедура рукопожатия. Команды решили попрощаться друг с другом. Америка проигрывает у себя на родине. Горит моя наклейка. Но вроде как я могу все-таки оставить ее себе. Все хорошо. Попробуй.